Здравствуйте, дорогие друзья! Очень часто можно встретить ситуацию, когда самый близкий человек способен отравлять жизнь своим поведением. Особенно трудно, если этим близким человеком оказывается родная мама. Ведь прекратить общение с мамой практически невозможно, за редкими исключениями. Как же лучше построить отношения с такой токсичной мамой, чтобы не задеть ничьих чувств и интересов, и сохранить при этом нервную систему в порядке? Почему все-таки мамы бывают токсичными? Причины могут быть разными. Самовлюбленность матери является частой причиной токсичности. Иногда незрелость и непонимание своих действий приводят к отравляющему поведению родителя. Также ее личная жизненная история. Возможно, она сама не познала материнскую любовь, и ее мама тоже была токсичной. Такая женщина сама едва ли способна любить своих детей. Токсичность делает общение самых близких людей, мамы и ребенка, напряженными и сложными. Лучше всего разбираться с такими семейными проблемами сообща и с помощью специалистов. Но человеку под силу сделать первые шаги навстречу здоровым отношениям с матерью и самостоятельно. Давайте рассмотрим основные признаки токсичной матери. Поведение человека, его взгляды на жизнь, психическое здоровье и жизненные сценарии во многом зависят от отношения с родителями. Кто-то справляется со своей задачей на отлично, кто-то наносит вред собственным детям. Токсичная мама – это проблема, на которую нельзя закрывать глаза. Есть основные признаки того, что родитель разрушает жизнь своего ребенка. Первое – это абсолютный контроль. Конечное решение всегда остается за мамой, даже в таких мелочах, как одежда, еда и время досуга. Родителю сложно принять тот факт, что ребенок – это индивидуальность, со своими интересами и потребностями. Поэтому абсолютный контроль присутствует всегда. Еще одним признаком проявления токсичности мамы будет являться постоянное нарушение личных границ ребенка. Если мать может проверять телефон, пересматривать без спроса личные вещи, зайти в комнату без стука, значит, она нарушает личностные границы своего ребенка. Проявление скрытой агрессии и давления тоже является признаком токсичности. Мать не может откровенно сказать, что ей не нравится, зато подчеркивает недовольство сарказмом, холодным отношением или мелким вредительством. Еще одним из таких признаков может служить разочарование. Мама заведомо ожидает промахов от своего ребенка. Любые успехи и достижения сводятся к нулю и остаются незамеченными. Такая мама критикует действия ребенка, будто тот не способен дотянуться до заданной планки. Токсичные родители несут много вреда своим отпрыскам и часто делают это неосознанно. Они не видят существующие проблемы и воспринимают свое поведение за норму и благо. Сейчас я дам вам несколько психологических советов, как взаимодействовать с токсичной мамой без ущерба для личности ребенка. Первое. Необходимо изменить сценарий поведения. Каждая стычка родителей и ребенка происходит будто по нотам, из раза в раз повторяется один и тот же сценарий. В такой ситуации важно изменить привычный ход собственных действий. Второе. Необходимо сохранять спокойствие и уважение. Токсичный родитель может провоцировать на ссоры, крики, драки. Независимо от поведения мамы, необходимо общаться в уважительном тоне, игнорировать провокации и напоминать ей то, что нужно поменять тон или высказывание, если она хочет продолжить диалог. Третье. Нужно попытаться сократить время общения. Важно ограничить как разговоры по телефону, так и личные встречи. Это правило необходимо для сохранности хороших взаимоотношений. Далее. Установите правила игры сами. Если мама позволяет себе не вовремя звонить, приезжать в гости в любое время без предупреждения или вламываться в комнату без стука, важно объяснить родителю, что такое поведение недопустимо, и заявить о комфортных для вас правилах поведения. И самое немаловажное – напоминать самому себе о том, что ребенок не обязан делать маму счастливой. Мать – это взрослый человек, волен выбирать сценарий собственной жизни. Ребенок не несет ответственность за счастье мамы. Ведь только она сама может наполнить собственную жизнь радостью и любовью. Вот и все, дорогие друзья. Надеюсь, эти простые советы помогут вам наладить и сохранить на теплом уровне отношения с авторитарной мамой. Спасибо всем за просмотр. Буду очень благодарна за лайки. Всего всем доброго!